Друзья, всем привет! С вами Катя Работашев, редактор Bein Open. И сегодня понедельник, мы продолжаем серию наших антикризисных эфиров. Беседуем с дизайнером и владелицей собственного экспериментального цеха в Ярославле Олей Костериной. Оля к нам сейчас присоединится. А я пока расскажу вкратце о том, что у нас происходит. Мы планируем конференцию 22-25 апреля. Она пройдет в онлайн-формате, абсолютно свободное участие в ней. Вам достаточно только зарегистрироваться на сайте. Плюс будет проходить диджитал-выставка. Вы сможете знакомиться с потенциальными партнерами по бизнесу в онлайне, сможете заключать сделки, то есть все, чтобы экосистема моды работала, была отлажена. Так, Оля, тебе нужно подать запрос на участие в эфире. Привет. Вижу, что ты подключилась. Так, вот, напоминаю, что можно... Так, вот вижу заявку. Напоминаю, что можно задавать нам вопросы Оле и про коллекцию, и про работу экспериментального цеха, потому что тема интересная, тема сейчас очень актуальна в плане производства. Оля, привет! Приятно Катя, познакомиться. привет. Меня хорошо Да, слышно, видно? да, отлично. А меня? Да, тоже хорошо. А, Прекрасно. Сейчас я закреплю название нашего эфира, чтобы кто к нам случайно подключится. Нас не Мгм. потеряли. Так, сейчас. Расскажи, пожалуйста, чем ты сейчас занимаешься? Я знаю, что у тебя и цех, и бренд. Как сейчас вот в А, этой... да, для тех, кто с кем не знакома, я дизайнер одежды, дизайнер одноименной марки Оля Костерина, и также я занимаюсь развитием экспериментального цеха. Мы находимся в Ярославле, и мы в основном занимаемся разработкой коллекций, лекал, пошивом пилотных образцов и маленьких партий. Вот. Сейчас, да, у меня так, на самом деле, любопытная ситуация разложилась, так как ну, то есть дела в цехе и в бренде происходят по-разному, вот, но в основном занимаюсь сейчас рутинной работой по цеху и какими-то предпринимаю антикризисные меры, вот, а в бренде, наоборот, работа такого активного характера развития, скажем так, потому что, наоборот, я вижу какие-то возможности в этом. Но работы очень много, поэтому я не успеваю Я за сейчас всеми бесплатными про курсами образовательными. Вот, так как очень много работы, да, и да, ну, выживаем, стараемся. Сейчас про все у тебя как раз и спросим. Раз работы много, это очень хорошо. Я знаю, что ты успела выпустить коллекцию до того, как все вот это началось. Так, слышно, видно меня? Почему-то Оля зависает. Так. Да, Катя, извиняюсь, да, чуть-чуть отключилась я. Да, скажи Ага. еще раз, задавай вопрос. Мгм. Я знаю, что ты успела выпустить коллекцию до того, как все вот это началось. Как буквально там за сколько-то, за несколько, наверное, за неделю или за сколько-то еще мы тоже про нее писали. Да, Расскажи, что спасибо. сейчас происходит с этой коллекцией, то есть где она будет продаваться, общаешься ли ты с байерами, учитывая того, что сейчас с байерскими Мгм. сессиями все понятно, как вот ты планируешь дальше с ней Мгм. работать? Ам, ну, вообще коллекция предполагалась для Парижа. Я уже 2 сезона отработала с Dear Progress с ребятами, вот, и в этот раз тоже собиралась вести коллекцию в Париж, но по срокам, к сожалению, не успевали, и несмотря на то, что в Париж я съездила в плане такого нетворкинга, Мгм. презентовать в этот раз в шоуруме не удалось. Вот, поэтому мы презентовали коллекцию вот в рамках цифровой недели моды Mercedes-Benz. Мы, собственно, на коленке доделали лукбук весь и как раз разослали по прессе. Это была наша основная активность. И также на коленке собрали видео для Mercedes-Benz и ну, в таком формате цифровом презентовали. Вот, поэтому с байерами никакого общения сейчас не идет. Ну, единственное, через Мерседес вроде есть какая-то активность через Айзель, они хотят как-то байерам преподнести это все, но, если честно, у меня экстремально мало на это надежд.
То есть если это будет каким-то плюсом дополнительным, то супер. А так, я думаю, что этот сезон в плане оптовых продаж, он пролетает мимо. Но что на самом деле для меня не настолько критично, так как все равно оптовые продажи — это не мое основное направление сейчас. Основное направление все равно это ну, такие маленькие партии под реализацию, какие-то частные продажи, поскольку опт мы только развиваем. Но я уже активно готовлю следующую коллекцию. Если в сентябре все будет окей, то мы везем в сентябре, а я надеюсь, что ну, все-таки ситуация как-то поуляжется. Вот. Плюс еще мужскую капсулу тоже готовим. Вот. Но в плане этой коллекции пока это только цифровая история. Я составляю план продаж под реализацию, вот, начиная с августа, но пока сложно планировать что-то дальше. Но это в основном российский ритейл, не Да, зарубежный. да, да, это российский ритейл. Ну, я связалась вот с теми оптовыми моими клиентами, которые у меня были из Японии, например, из Токио, предложила им прислать бесплатно образцы, показать, то, что я знаю, наверняка им понравится. Вот это то, что я буду делать, вот. И, может быть, они что-то закажут. Но они меня сразу предупредили, что да, присылаем, мы будем очень рады, вернуть обратно не сможем, поэтому это будет такой немного ну, рисковая история, да, это история с вложением финансовым определенным, но мне хочется поддержать как-то с ними контакт, будем в таком виде это делать, вот, поэтому, да, оптовые продажи пока на паузе. Ну, говорят, что азиатский рынок уже просыпается, есть вот на азиатском рынке какая-то активность в плане работы с дизайнерами, что наконец они начинают, может быть, они первыми Мгм, проснутся, мгм. Ну, получится. да, будем надеяться. А так пока, да, посмотрим, что, может быть, несколько есть своих клиентов под реализацию в Москве, вот, но пока со всеми все закрыты, да, со всеми связь пока приостановлена, вот, А ра- ждем. а расскажи про свои каналы продаж. Я знаю, у тебя довольно сложные вещи, наверное, в онлайне, ну, как бы это не база, это не маски, это сложно продавать в онлайне. Как ты сейчас выкручиваешься? Что ты делаешь? Это очень сложно, да, но на самом деле у меня в целом очень мало продаж в этом плане, что онлайн, что опт, что под реализацию, вот. Но мало просто кто знает о том, что у меня есть на самом деле небольшая базовая линейка, это пиджаки джинсовые и также брюки джинсовые, да, это то, что и жилетки, это то, что очень хорошо у меня идет под реализацию в небольших московских магазинах. Просто это очень я не активно очень, не делаю промоушен активный в социальных сетях вот этой линии, то есть я в основном ставлю упор на какие-то сложные вещи, на то, что в долгой перспективе меня интересует делать. Поэтому то есть такие вещи покупают там, вот, то есть это есть какая-то небольшая базовая линейка, вот, но очень, я сейчас активно готовлю также онлайн-магазин, где хочу попробовать все-таки более сложные вещи сделать, возможно, это будет для русского клиента история, которую многие сейчас практикуют, это с примеркой, да, также я частным клиентам присылаю с примеркой, да, то есть если кому-то что-то подошло, люди возвращают, то есть я понимаю, что вещи сложные, поэтому я думаю, клиент должен иметь возможность такую, да, это все-таки примерить, если все ок. Мы также часто предоставляем возможность что-то подогнать по размеру, ну, то есть длина однозначно или какие-то вещи, то есть очень много корсетных основ каких-то, которые можно под клиента подогнать, вот, без проблем. Пока в таком формате работаем, но у меня в основном на бренд сейчас идет развитие именно в плане маркетинга и промоушена, даже меньше, чем на продаже, а больше как на работу на узнаваемость, да, сейчас идет. Имиджевая такая большая история, Да, да, поняла. да, больше имиджевая история. А расскажи, что вы сейчас делаете в плане пиара, может быть, каких-то программ лояльности, то есть как вы поддерживаете вот, ну, имидж бренда, да, и как поддерживаете клиентов за счет каких-то программ лояльности, активности, ну, скидок или чего-то такого? Вот делать скидки в планах нет, так как, опять же, во-первых, поскольку нет, как бы, не было определенной сезонности, вот, и все, что сейчас я сделала, это все в буквальном смысле новая коллекция, вот, поэтому скидки не планируем, но и плюс к тому, что вещи сложные, все сейчас в основном шьется только под заказ, вот, и в остальном, вот опять же, да, и у меня так как точек продаж вот прямо сейчас нет определенных, то это нет никаких мер в этом
формате, только имиджевое, опять же, развитие. Вот, поэтому, а вот клиенты, например, те, которые для цеха, да, где мы занимаемся экспериментальный цех, вот, там, да, я предлагаю своим клиентам либо какую-то рассрочку по оплате, так как сейчас у всех сложно с этим, ну, либо как-то, ну, какие-то очень личный подход. Вот в этом плане, в плане экспериментального цеха мы проводим разные политики. Мгм. А расскажи, у тебя, получается, две команды, да, которые одна работает над брендом, а вторая работает в экспериментальном цехе. Как у тебя сейчас это устроено? У тебя как-то Они все переформатировалась команда? взаимосвязаны, да, они все взаимосвязаны, так как у меня, то есть моя производственная команда, которая работает над дизайнами для экспериментального цеха, для наших клиентов цеха, она также работает для меня. Вот. То есть мы примерно разделяем производственную команду где-то на 70% это экспериментальный цех работы, 30% это на бренд, так как бренд, опять же, повторюсь, в формате больше развития имиджевого, то есть это в основном отшить новую коллекцию, да, разработать и отшить пилотные образцы, да, и кое-где какие-то небольшие партии на продажу, вот, то есть это достаточно маленький объем, собственно, вот, а 70% это работа над клиентами, вот, и в плане такой непроизводственной команды у меня есть, да, частично, которая помогает мне на бренд и которая на цех, но это очень маленькая команда, у нас всего 10 человек, вот, которые, да, и то, и другое делают, и на бренд, и на цех работают. А у тебя цех появился на базе бренда или, наоборот, бренд на базе цеха? То есть что вперед было? Сначала был бренд, у меня цех развился... Да, цех развился на самом деле из одной швеи, из одного портного, которая начинала со мной работать на бренд. То есть была энная сумма, которую я могла инвестировать и в бренд свой. Я решила открыть, ну, то есть, открыть студию, появилась мастерская, и я наняла одну швею, одного портного, которую впоследствии, я сейчас до сих пор работаю с этим человеком, это супер талантливый человек, я очень рада, мы уже 4-й год вместе работаем. И впоследствии, когда я поняла, что загрузить брендом, особенно на этапах начальных, да, было очень сложно, я начала помогать кому-то из друзей, да, я предложила кому-то из друзей дизайнер, ну, давайте, у меня есть возможность, есть очень талантливый портной, я сама конструктор, я сама помогала разрабатывать, и мы работали вот в команде портной и конструктор. И мы начали работать над какими-то проектами дружескими, в основном в Ярославле, местного характера, потом кто-то из Москвы подтянулся, и я поняла, что на самом деле есть ниша, это такого адекватного маленького производства, потому что очень по отзывам очень мало производств, в которых работает молодая команда, это раз, которые понимают, и которые прошли через ту же боль, через которую я прохожу, то есть наша как раз основная фишка в том, что я как дизайнер, который отшивает, да, для других тоже брендов, который также устраивает шоурумы в Париже, то есть я могу понять всю боль сроков, оплат и, ну, вообще, в принципе, каких-то деталей, качества всего этого. Вот. И, собственно, из одного человека команды я потихоньку начала набирать партнеров, что оказалось очень сложно. Особенно тех, у кого опыт в таких сложных вещах, потому что мы все равно продолжаем ориентироваться на такой концептуальный люкс, то есть это сложный крой, это то, что сделано наколкой, драпировкой и люксовая обработка. Вот. И потихоньку в команду также присоединился мастер, технолог, конструктор, помощник по студии. В общем-то, обросли мы, да, такой командой, и сейчас у нас 10 человек. Вот. Но, например, до недавнего времени мы не могли брать такие крупные партии, так как все равно команда маленькая. А сейчас мы сотрудничаем тоже с более крупным производством, и под нашим контролем качества мы также вот берем более крупные партии теперь. И все это, кстати, случилось в этот момент как раз этого кризиса, что очень любопытно, потому что очень много, да, очень много моментов и таких даже новых сотрудничеств
нас вот привело именно вот за эти 2-3 недели, пока все сидят на карантине, как ни странно, очень много активности. Несмотря на то, что То есть у вас есть пришли заказы финансовые прямо в кризис? сложности. То есть заказы в кризис уже пришли, получается, новые? Да, ну то есть дело даже не в заказах, дело в... Ну то есть очень много заказов отпало. То есть у меня было несколько дизайнеров, молодых ребят хорошими бюджетами, которые были готовы первые свои делать коллекции. То есть вот разработка, мы даже для некоторых разрабатывали дизайн, то есть не только по эскизам готовым, мы также делаем дизайн. Вот. И очень хорошие были наработки, обещающие, такие многообещающие проекты, коммерческие достаточно по разработке. Но все сейчас потихонечку слились, просто потому что определенное время, да, и людям кажется, что, наверное, будет очень сложно развивать это с нуля, да, после того, как мы выйдем из этого кризиса. Вот. Сложно предугадать, потому что есть, конечно, вот эта история с отложенным спросом, про который сейчас все говорят, но я не знаю, сколько это коснется дизайнеров, которые вообще еще, в принципе, не присутствуют на рынке, то есть как заходить в магазины даже с той же самой реализацией, будет, наверное, сложно. Вот, то есть много заказов по разработке крупных отпало, к сожалению, но заказы идут, и мы сейчас, поскольку стали брать крупные заказы, то есть мы как-то можем держаться на плаву еще. Вот. Но произошло много новых знакомств интересных, в частности, так как я начала активно пытаться искать новые заказы, я познакомилась с новыми дизайнерами тоже, которые потенциально, даже если не сейчас, да, так как люди очень осторожно начинают работу, то в дальнейшем будет здорово. Поэтому мы очень активно проводим время. Просто все говорят, что производства закрываются, что швеи там только маски шьют. Как ты смогла выстроить работу производства вот, в такой момент, когда карантин, ничего нельзя, там, сиди дома, то есть ты распределила оборудование, обязанности, диджитализировала это, что ты сделала, чтобы все продолжало работать? Ну, вообще, мне кажется, мы еще немного в Ярославле в привилегированной позиции. Я не знаю, правда, хорошо это или плохо, потому что меня волнует немного беспечность местного населения. Мы находимся под официальным карантином. Это один из, мне кажется, немногих регионов, которые... Ну, то есть у нас общепит закрыт, то есть все, что не первой необходимости, все закрыто. Но технически остальным работать не запрещено. То есть мы не попадаем, мое предприятие не попадает, да, под этот запрет. И плюс мы еще находимся не на территории завода, просто многие коллеги, у кого цеха швейные, не могли просто появляться даже у себя в мастерских, просто потому что территории заводов были закрыты. А мы находимся в доступе прямом здании со своим ключом, и поэтому мы спокойно все проходим. Вот. Я единственное сказала своей команде, что ну, то есть у меня есть люди, да, которые, может быть, немного в возрасте, портные с прекрасным опытом, супер таланты. Некоторые из них переживают, да, что все-таки надо сидеть дома. Я дала людям такую возможность с минимальной заработной платой остаться тем, кто переживает. Вот. Те, кто более открыто к этому относятся, девчонки работают. То есть у меня сейчас работает, в принципе, 90% команды. И в том же режиме все приходят, отрабатывают свой день, к нам, ну, то есть никаких проверок, нигде ничего нет. Вот, то есть, в принципе, для нас в плане работы ничего не поменялось. Но это пока, то есть я не знаю, когда придется пик заболеваний, например, в Москву, да, там уже все закрыты. Вот. Я не знаю, когда придет к нам в регион. Ну, возможно, это случится скоро, то есть пока мы все работаем в нормальном режиме, вот. И, в принципе, ну, единственное, я стала больше работать из дома, просто потому что, да, много стало организационных моментов, и, да, здесь онлайн мы, конечно, с моей помощницей общаемся, но в целом для нас ничего не поменялось, и поэтому я очень хочу извлечь пользу из ситуации, как-то, да, оценить то, что мы все-таки можем, в отличие от многих других людей, функционировать, вот. Маски мы пока не стали шить, но, если честно, мне кажется, что просто без нас достаточное количество людей их шьет.
Плюс, ну вот сейчас, правда, да, вроде Всемирная организация здравоохранения, они все-таки вроде сказали, что маски надо носить. Вот, ну, я так достаточно скептично относилась к этому. Ну, пока на маски мы не перешли, но нет материалов, ну, собственно, я пока не очень понимаю. Пока мы шьем одежду. Ну, говорят, что да, в России заканчиваются уже материалы, которые для масок. У меня тоже подруги производства, они там покупали какие-то километры бязи, и Мгм. говорят, что она последняя в России. Вот как бы все, что Бязь, заканчивается. да? Да, 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 что уже все. Осталось Так, совсем. иногда Так что, мы что очень активно используем BI для макетов, поэтому да. Слушай, да, вот ну, для макета. не знаю, я просто еще скептично отношусь к немедицинским маскам, ну, то есть это, ну, 50 на 50, мне кажется, польза, и поэтому мы пока не стали. Ну, посмотрим. Я не зарекаюсь, может быть, Расскажи, кстати, придется. Лиза, это такая тема, конечно, холиварная. Вот я тоже писала пост на прошлой неделе и словила кучу хейта в свой адрес. Я тоже критиковала эти маски и говорила о том, что из этого делать какое-то продаванство. Один из наших редакторов говорит, что эти дизайны Мгм. должны сгореть в аду. И, в общем, мнения разделились, потому что хоть, ну, как бы, хоть что-то должно защищать. Вот мне интересно прям твое мнение. Что ты про это думаешь? Всем задают этот вопрос. А, я не знаю, мы тоже только на днях это обсуждали, это, да, такой Больная вопрос тема, этики да. на самом деле, потому что, ну, опять же, да, я не могу критиковать никого, так как я человек, который, в принципе, в помощь другим на данном этапе я не сделала пока ничего, ну, то есть я пока, ну, как бы разгребаю свои проблемы личного характера в плане производства, но, например, если взять, допустим, опять же, то, что я вижу из социальных сетей, взять там европейских дизайнеров, американских дизайнеров, которые бесплатно отшивают эти маски и раздают своим клиентам, и там желающим, нуждающимся, вот, в то время как у нас, ну, есть момент такой, что люди, в принципе, пытаются монетизировать этот процесс, но опять же, да, можно критиковать, ну вот почему бы вам своим клиентам бесплатно не отшить маски, да, потому что действительно это не так затратно, но, с другой стороны, опять же, я не могу этого делать, потому что я сама это не сделала для своих клиентов, потому что, опять же, я ну, скептично отношусь к пользе именно тканевых масок, не медицинского назначения. Вот, поэтому мне кажется, что, наверное, было бы этичнее их дарить, по крайней мере, своим клиентам или нуждающимся, но сейчас каждый выживает как может, поэтому если люди хотят поддержать, опять же, марку и купить у них эти маски за какие-то разумные деньги, то почему нет, да, то есть, Ну вот да, у меня опять какая-то же. такая же позиция, плюс это оплата швей, Ну, производства. Вот и вроде как бы с одной стороны, как ты к этому так относишься, а с другой понимаешь, что, наверное, надо. В общем, очень сложная эта тема. А, это сложно, да. Это многоуровневый, как бы, и такой этический вопрос, потому что вроде и платить своим надо как-то их загружать работы, если это покупают, то это хорошо, а с другой стороны, ну, вроде такой момент, а надо как-то, да, помочь другим. Сложный вопрос. слушай, а вот ты говоришь, что появились заказы даже в кризис, перед кризисом. Ты чувствуешь, что как-то изменился спрос на ассортимент? То есть что это за ассортимент, что сейчас отшивают больше, лучше? Это что-то домашнее, там, не знаю, трикотаж? Или все равно Ам, коллекции шьют? Я и пока не заметила какой-то тенденции. Ну, это единственный любопытный момент был, например, один из новых потенциальных клиентов дизайнеров, который вначале дизайнер хотел разрабатывать такой достаточно люксовую, разнообразную женскую одежду, то есть от платьев до верхней одежды, при этом не самая банальная, да, история, достаточно много элементов дизайна, вот. В какой-то момент, когда она мне сказала, так, мы сейчас приостанавливаем работу, потому что я не понимаю, что надо делать, ситуация непонятная, у нее есть другой бизнес, который надо тоже поддерживать, и в какой-то момент она сначала такая, давай, может быть, мы лучше сделаем толстовки и там брюки, такие домашнюю одежду. Потом появилась идея, может быть, пижам. Ну, то есть то, что человеку кажется, что надо сделать сейчас. Но, если честно, моя позиция, что надо лучше
ну, то есть пока момент производства произойдет, да, сейчас, если все начнут переключаться на там, домашнюю одежду или там какую-то, не знаю, удобную или что-то, да, больше casual, то в момент, когда кризис закончится и вот этот отложенный спрос на такие более интересные продукты все-таки возрастет, люди, возможно, не захотят больше иметь ничего общего с их пижамами, Это спортивными правда. штанами, да, и все равно процесс разработки, особенно новой коллекции, он достаточно долгий. Ну, то есть все равно не знаю, чтобы разработать 10 коллекцию из 10 образов, это, не знаю, от 15 до 20 изделий, уходит все равно от 1,5 месяца до 2. То есть сейчас такой момент как раз затишье, и при условии того, что мы функционируем хорошо, я всех пытаюсь уговорить, давайте мы лучше сейчас Мгм. спокойно проработаем, и к моменту того, как кризис закончится, у вас есть возможность выйти с прекрасным продуктом, и если, да, ну, все сложится с отложенным спросом, то тогда вы можете выстрелить, вот. И, может быть, не стоит сейчас менять направление очень резко, только если, конечно, это нельзя сделать там за пару недель и начать продавать уже сейчас, ну, то есть Ну, это но прям это, скорее фаст всего, фэшн. невозможно. Ну да. Да, поэтому, если нет возможности бренду переключиться как бы супер быстро Мгм. на какой-то продукт более домашнего потребления, да, какой-то casual продукт, я бы не советовала, лучше, наверное, просто взять это время на развитие. То есть я для себя наоборот, то есть я буду готовить даже самые, возможно, сложные дизайны, чтобы они, допустим, к июлю месяцу был хоть небольшой сток, потому что ну, люди, конечно, захотят все равно и какой-то интересный продукт все равно иметь Мгм. после. Да, это, кстати, тоже довольно сложный вопрос, потому что кто-то говорит, что вот сейчас востребована домашняя одежда, трикотаж, а кто-то говорит, что наоборот, из кризиса мы выйдем с желанием наряжаться в пух и перья и быть красивым. Мгм. Ты вот что про это думаешь? Да, ну, мне кажется, что на самом деле ну, не будет прямо какой-то супер четкой полярности, то есть, ну, то есть не будет четкого перевеса в одну или в другую сторону. Я, скорее всего, люди разделятся на два как раз этих лагеря. Кому-то захочется, да, избавиться от вот этой рутины и все-таки больше вот в моду уйти. Ну, вот то, что Леонид даже вчера, да, тоже он говорил об этом очень хорошо. Я думаю, он все сказал на эту тему в рамках того, что будет, да, какая-то униформа, ну, то есть возможно, да, эту роль сыграет масс-маркет, но я не думаю, что будет какой-то... Я не думаю, что не будет спроса на работы дизайнеров, которые, да, какую-то подчеркивают индивидуальность или как-то связаны. Так, у меня зависла связь. Напишите, у кого еще Оля зависла, пожалуйста, или это я зависла. Так, вернулась? Оказывается, Да, нужно да, да, время от что-то. времени на экран нажимать, видимо. А, да? Да, Вроде вот. нормально так. Ам, Да. мгм. Да, я очень слушала, кстати, всем рекомендую, тем, у кого уровень английского позволяет, послушайте Business of Fashion, выпуск с Чарльза Джеффри, по-моему, зовут дизайнера Чарльз Джеффри, это дизайнер бренда Loverboy, и вот знаешь, после всего негативного и пессимизма того, что везде, отовсюду льется, да, в плане того, что все дизайнеры загнутся, люкс упадет. Ну, то есть это все понятно, это все будет, но вот меня очень вдохновил этот подкаст, это выпуск, где как раз на самом деле он говорит в позитивном ключе о том, что людям все-таки захочется истории какой-то, захочется моды, мы будем продолжать, да, иметь возможность рассказывать свои истории, они должны быть, конечно, еще более увлекательными и аутентичными, но спрос на это не упадет. То есть нужно просто в это верить, и все будет хорошо. Надо продолжать работать, я считаю. Мне очень нравятся такие жизнеутверждающие эфиры, на самом деле, потому что мне кажется, что вот сейчас то время, когда нужно предпринимать какие-то действия, а не грустить, плакать, хвататься за Да, голову. да, опять есть опять два лагеря, да, когда вроде, ну, то есть моя позиция супер активная в этом плане, то есть мне кажется, что нужно прямо сейчас взять и максимально переорганизовать все. Ну, то есть у меня даже в моей личной жизни переорганизовалось все, да, до какой-то дневной рутины,
Хотя, опять же, меня карантин и кризис не так пока затронул, но я все равно это делаю для того, чтобы выйти из этой ситуации, да, в лучшем виде. И вроде, да, сейчас, опять же, с одной стороны, на нас льется все вот эти активности, что нужно все делать, нужно прямо все эти курсы пройти по саморазвитию и так далее, да. С другой стороны, есть люди, которые придерживаются позиции, что нужно, ну, спокойно к этому отнестись, и, может быть, взять такой тайм-аут, спокойно провести это время, но как да, индивидуальный предприниматель, я не вижу для себя такой возможности, к сожалению. Ну, то есть, как бы, это классно, если у людей есть возможность, да, взять это время, чтобы просто, может быть, спокойно его провести, но не в моем случае, вот, к радости, наверное, не к сожалению. Вот, поэтому я, не знаю, я за то, чтобы дизайнеры, наоборот, сейчас организовали то, что до этого не было времени организовать, нашли новых партнеров, да, связались с теми людьми, с которыми они хотели работать дальше, не знаю, продумали план контента, план развития. Вот что вот наступит июнь, а что мы будем делать? Надо что-то делать, надо иметь контент, надо иметь план, там, какой-то план продаж и так далее, даже если нет каких-то, не знаю, магазинов, с кем вы сотрудничаете. Ну, в общем, надо все это делать сейчас, пока есть возможность, не знаю, потому что потом, возможно, все пойдет. Просто я переживаю за цех даже в том плане, то, что сейчас все, ну, то есть где-то там засели, ожидают, и потом они все в июне вернутся, и, Оля, давай делать, а я такая, ребят, где вы были все это время? Ну, да, то есть мне хочется так немного все-таки, как вот про вирус говорят, что нужно, да, чуть-чуть смягчить вот этот угол, то есть он наступит, я знаю, что все захотят все делать одновременно, а поэтому я так пытаюсь все-таки как-то распластать эту работу на это время, вот, да. Но у тебя действительно много классных марок московских отшивается. У тебя же InShade, да, и наш, ТЗСМ. Там много Да, классных, да, я думаю, что ребята уже сейчас начинают работать. я очень горжусь, честно скажу, моими клиентами, все, кто что делают, ребята. У нас есть определенная дистанционная работа, тоже, да, у меня есть бренды из Барселоны, из Мадрида, из Нью-Йорка, кому мы разрабатываем и отшиваем, и все делают очень классные штуки. У нас, естественно, есть такие более коммерческие проекты, но моя просто страсть, это, конечно, вот Какие-то ребята, как концептуальные, может быть. InShade и наши. Да-да-да, и, конечно, в дальнейшем, сейчас особенно, когда у меня есть сотрудничество с более крупным производством, которое будет брать на себя партии. Мы хотим сосредоточиться полностью на как раз разработке и пилотном отшиве для вот концептуальных марок наших русских и потенциально тоже, может быть, кого-то из европейцев, кому, наверное, с учетом курса это будет Да, будет интересно. очень, очень Вот. выгодно. Да, но еще есть такая тенденция, которая, мне кажется, будет актуальна в ближайшие несколько лет. Я надеюсь, она будет актуальна. Это все-таки создание, разработка продукта вот в рамках да, своей деревни, скажем так. Ну, я буду считать Это Ярославль плохая маленькой деревней московской. Да ладно, у вас классная деревня, вон у вас омут, ты, Да-да-да, не, у нас... модная Да-да-да. деревня. Ярославль городок, Москва уголок, так говорил мой преподаватель в ВУЗе по географии. Вот, да, не, у нас есть все равно концентрация, мы как-то какого-то таланта, и мы так мигрируем между Москвой и Парижем. Ярославлем и Парижем, да, у нас. Вот, поэтому, да, очень надеюсь, что еще в ближайшее время, да, мы будем работать с новыми тоже ребятами, и вот всех под свое крыло возьмем, и все будем вместе ездить в Париж. А расскажи, как вообще строится работа с экспериментальным цехом на удаленке? Я думаю, что много кому сейчас будет интересно, кто только там либо планирует бренд, либо вот сейчас посмотрит, что ты даже берешь за такие сложные штуки и специализируешься в визуальном крое. Как вообще это строится? Какие процессы
разработки коллекции вы можете закрыть, в чем можете помочь, сколько это занимает по времени, и, не знаю, стоимость, наверное, не очень корректно спрашивать. Если что-то скажешь, примерно разброс, будет здорово. Да, не, примерный разброс, он как бы, ну, в принципе, по рынку примерно один и тот же. У нас, ну, вообще, опять, да, все индивидуально очень сильно, вот, но усредненно процесс строится таким образом. То есть если взять, то есть у меня 80% клиентов — это Москва, 20% это международные клиенты, с кем уже очень индивидуально строится работа. Вот. С московскими ребятами, опять же, да, в зависимости от того, какая цель, да. Если взять, например, то, что ты спросила, это разработку коллекции от и до, то есть тут обычно у нас клиенты делятся на несколько типов. Те, кто хотят разработать 1-2 экземпляра, да, просто какие-то единичные вещи, то ли люди хотят попробовать, поэкспериментировать, или, может быть, у них не хватает мощностей в своем цеху, и они ищут на аутсорс кого-то. Вот. Потом другой тип клиента — это дизайнеры, которые разрабатывают маленькую капсулу, обычно 5-10 образов, да, ну, то есть это до 10 единиц одежды, которая обычно включает в себя, ну, какие-то топы, верха, верх-низ, какая-то один образец верхней одежды. Вот, это тоже люди, которые начинают обычно, чтобы зайти на рынок с небольшой коллекцией, вот. И третий тип — это вот то, что мы тоже делаем, это полноценная коллекция от и до, то есть от 15 и больше образов, это то, что я делаю для себя, так же, как для других клиентов, там разработка идет от и до. Ну и со всеми начинается, как обычно, кто как подготовлен. Это тоже очень вариируется. Кто-то хуже, кто-то лучше подготовлен. Начинаем, естественно, все с обсуждения дизайнов. Кто с чем заходит, кто-то заходит ко мне с коллажом из фотографий другой одежды, кто-то с каким-то быстрым наброском вручную, да, кто смог, сделал. Очень редко кто приходит с супер четким техническим рисунком. Но, опять же, поскольку у меня моя главная цель — это быть гибкими в производстве, вообще во всех процессах этих, мы примем всех. В идеале, конечно, иметь, как учат в школах, это хороший технический рисунок, который сделан на компьютере, со всеми описаниями, где прописано, где какие... Ну, понятное дело, что технологию мы тоже можем проработать, но в идеале, чем больше информации мне человек даст, и моему технологу, тем лучше, да. Мы смотрим на весь объем работы, и если это небольшая коллекция, мы разом делаем все лекала, допустим, у нас есть 5 изделий, мы делаем 5 лекал, мы делаем 5 макетов, то есть если это большая коллекция, то мы разбиваем на части, но опять же зависит от того, у кого какие сроки. Вот. То есть после обсуждения дизайнов мы приступаем к лекалам. После лекал у нас этап макетирования идет. Мы как раз используем ту самую бязь, которая сейчас тоже на маске. Макет. Вот. Ну, да, мы из макетной ткани отшиваем прототипы. И дальше идет самый приятный творческий момент, это момент примерки. Примерки у нас приходят по-разному. То есть если это бывают небольшие примерки, там, от 5 до 10 изделий, иногда мы делаем это в Москве, сейчас, к сожалению, нет, да, сейчас все мои поездки в Москву отменились. Мы делаем это либо в Москве, на территории клиента, либо клиент приезжает в Ярославль. Обычно все это очень любят делать, потому что у нас можно очень удобно съездить на полдня или на день в Ярославль, мы обязательно сходим позавтракаем, в спокойном режиме все это сделаем. У меня свои девочки-модели, которые приходят на примерки, есть подиумные, есть коммерческие, у нас все продумано в плане этого. Да, у нас у всех всем по
в зависимости от того, ну, кто какой продукт разрабатывает. Мы, кстати, тоже сразу вспомнила, мы, кстати, очень часто помогаем еще студентам из вышки и британки, их экстремально концептуальные задачи решаем тоже, да, приходят тоже студенты дипломные ребята. Вот, и, то есть, дальше происходит примерка, то есть либо у нас в студии, что очень удобно, потому что конструктор-технолог сразу все посмотрит, сделает все изменения, и дальше, то есть там в зависимости от сложности, то есть либо идет второй макет, либо идет уже пилотный образец. Вот. И после мы отшиваем пилотные, дальше, то есть мы отправляем клиенту, смотрим, все ли ок, если что-то не так, мы переделываем. Вот. Ну, то есть усредненно процесс происходит таким образом. Вот. Например, с международным моим клиентом Юлией Дрышникова, дизайнер в Мадриде, девочка, с очень сложным кроем, очень классный дизайн. Мы, поскольку у нее есть возможность приезжать в Москву не так часто, мы делаем за раз, то есть 25 лекал, 25 макетов, она приезжает на целый день на примерку, и мы прямо с таймером на 5-10 минут на образ мы делаем примерки, да, и потом отшиваем тоже большим сразу количеством, и все это отправляем. Вот. Но в целом, то есть с кем как, с кем-то мы онлайн решаем. Вот у меня были ребята-клиенты из Нью-Йорка, вообще весь процесс был онлайн. От выбора ткани, фурнитуры до примерок. Ну, ребята, у них коммерческий дизайн, поэтому там было не так сложно в плане кроя, то есть очень часто нам приходилось просто, ну, по собственному вкусу, да, доверять. Они говорят, мы вам доверяем, выберите там пуговицы на свой вкус, да, то есть, ну, эту ответственность мы тоже на себя берем, ну, и чаще всего, конечно, все бывает окей. Вот. Но всегда, если какие-то есть проблемы, я как человек, который жил в капитализме 2 года в США, у меня такая позиция, что клиент всегда прав, поэтому мы в любом случае все всегда, если надо, переделываем и где-то, что, в общем, решаем все эти вопросы. Вот. В среднем, то есть какие-то небольшую коллекцию, допустим, из 5 образов мы можем, ну, то есть от 3 до 4 недель с момента обращения, да, клиента. И, например, полноценные коллекции где-то 1,5 месяца, 2 месяца. Вот. Но все очень зависит от того, ну, бывает много накладок, как там ткань закончилась, или фурнитура нет недостающей, или где-то что-то с тканью пошло не так. То есть все эти моменты, очень много взаимодействия такого туда-сюда, вот, поэтому иногда может затянуться, поэтому всегда нужно закладывать хотя бы 2-3 недели. То есть многие просто хотят запланировать съемку сразу уже, да, вот. Но, опять же, бывают всякие супер экстренные случаи, когда мы там можем за 2-3 дня что-то сшить, отправить в тот же день, там, на Блаблакаре, в общем, у нас все. Поэтому по любым вопросам. Настоящая мода. Вот так все Ну, делается. да. Особенно в период, когда, конечно, вот перед сезоном, да, начинается прям такое в процессе. У меня, на самом деле, последний вопрос. Ты говорила про контент, про то, что ты сейчас много работаешь с пиаром, с маркетингом, с развитием бренда, на имидж работаешь. Сейчас супер сложно организовать съемки. Если ты готовишь новую коллекцию, что-то еще, ты планируешь делать какие-то необычные съемки, там, не знаю, в скайпе, еще где-то? Ну, какие есть планы на эту тему? Да, ну, естественно, все уже эти идеи, они уже супер банальны. Да, за неделю банально. Сейчас уже даже, ну, то есть, да, то есть идея. Ну, во-первых, я еще нахожусь в обработке контента предыдущего, да, то есть есть определенный контент, который мы сняли который еще в процессе ретуши, мы это немного все растягиваем, постить стали меньше в целом, но стараемся регулярно, то есть немного стараемся экономно тратить контент. Ну, и опять же, да, в рамках нового формата, такого электронного, цифрового, есть идея. Это, например, ну, опять же, музам, моим
Мгм. каким-то образом переправлять одежду домой, да, и чтобы они что-то снимали в домашнем формате. Возможно, это как-то соединять с работой моих друзей, которые занимаются музыкой дома, сейчас сидят, пишут. Возможно, также каких-то аниматоров привлекать и художников. То есть есть вся эта идея, которая уже, собственно, ну, уже ничем не удивишь сейчас, вот, но это делать все равно надо, потому что иначе придется ждать очень долго, вот. Но, опять же, мне повезло, что ну, я не знаю, сколько повезло, я так скептично отношусь к этому, то, что в Ярославле еще пока можно функционировать, и в условиях того, что город очень маленький, все друг друга знают, можно позвонить знакомым, попросить открыть студию на пару Мгм. часов. Но такие моменты есть, да, там Мгм. девчонки-модели соглашаются приехать, что-то снять. То есть пока мы еще функционируем нормально, да, и в этом плане, конечно, очень классно быть вот в локальном в таком Ярославле, где все еще можно что-то создать, да, такими методами подручными. Ой, а можно еще один вопрос? Последний, я Да. отпущу тебя. Я хотела спросить про поддержку СМИ. Мы недавно в чате Бинопен писала Леся Русакович про то, что локальные СМИ не особо-то и поддерживают. То есть часто ты получаешь поддержку от каких-то зарубежных влогов, и, ну, скорее, Мгм. чем от российских. Ты заметила с кризисом, может быть, как-то изменилось отношение медиа к локальной моде, то есть, ну, к твоей марке, в частности? Тебя как-то поддерживают, или это тоже какие-то зарубежные публикации в основном? Эм, На самом деле, как раз вот этот сезон поддержал очень хорошо отечественное. Так, я тут. Мне даже ребята из бюро 24/7 написали сами. То есть я еще даже не успела взять рассылку, они, видимо, как-то увидели лукбук, они говорят: Оль, отправляй лукбук, мы тебя поддержим. И они все запостили первыми. Вам, по-моему, кстати, я даже сама лично не отправляла, Да, но я кто-то увидела, где-то. когда ты сказала: Макси, поставь, пожалуйста, хороший лукбук. Да, да, спасибо вам. То есть я наоборот почувствовала, что, конечно, русские СМИ поддержали, но и несмотря на скептическое отношение к Mercedes-Benz неделе моды, очень хорошая огласка была в прессе, что с учетом супер маленьких затрат с моей стороны, как финансовых, так и временных, очень большая отдача произошла, поэтому ребятам из Mercedes спасибо, несмотря на хаотичность всего того, что происходило. Ну, они быстро организованы, понятно, что это сложно. Ну да, да, да. Я думаю, что, как и все так немного было сумбурно организовано, все подстраиваются под обстоятельства. Я, на самом деле, просто честно признаюсь, я еще не дошла до рассылки иностранной прессе, хотя уже супер поздно, я уже в таком формате небольших ожиданий того, что они поддержат. Ну, плюс у меня достаточно мало узнаваемости, все-таки отечественная пресса пока больше поддерживает. Поэтому, да, всем им за это спасибо. А вот что с зарубежной будет, посмотрим, когда у меня руки доберутся до рассылки. Оль, спасибо тебе большое. Я еще раз хочу сказать во всеуслышание: support local, ребята, поддерживаем локальные бренды, поддерживаем талантливых Спасибо. дизайнеров и производство. Надеюсь, что экспериментальный цех будет загружен заказами, чтобы мы будем видеть новые коллекции классных наших любимых дизайнеров. Еще раз приглашаю всех, кто нас смотрит, на антикризисную онлайн-конференцию 22 по 25 апреля. Можно зарегистрироваться по ссылке у нас в профиле Инстаграм. Оль, тебя тоже очень рады будем видеть Спасибо в большое. своем Да, да, я с участии. удовольствием поучаствую во всех ваших начинаниях и продолжениях. Поэтому да, и всем хочу просто пожелать терпения и не падайте духом, все будет классно. Просто, да, сейчас найдите баланс между тем, чтобы рефлексировать и активно чем-то заниматься. Это очень важно. Вот. Главное, не упадайте ни в ту, ни в другую сторону. Это правда, я Вот. присоединяюсь к твоим словам. Спасибо, хорошего тебе дня, хорошего Да, настроения. спасибо, Кать, тебе тоже. Да, все было хорошо. Да, на Всем пока. связи, пока.